Сегодня мы поговорим про репликацию баз данных, про основные топологии, основные подходы, которые есть. Опять же, поговорим поверхностно, потому что, во-первых, я не самый лучший специалист по репликациям, и я ни разу не настраивал их в продакшене, только, так сказать, пробовал для себя побаловаться, попереключать, но тоже определенные знания, да, у меня есть, возможно, не полные, не совсем правильные, но то, что знаю, собственно, я вам сегодня попробую рассказать. Собственно, да, тема достаточно обширная, в ней есть очень много нюансов. Есть даже специальные компании, которые можно обратиться, и для решения определенных проблем она для вас подберет именно тот или иной тип репликации, который, исходя из ваших задач, вам подходит лучше. То есть здесь даже есть специальные компании, которые предоставляют услугу по решению проблем с базами данных. Цель, собственно, познакомить с тем, что это такое, для чего используется, какие бывают, с чем едят. Сразу же хочу сказать, что репликация, как и любое решение, которое вы вносите в ваш проект, тот же, допустим, Elastic, Sphinx и прочее, она усложняет административную поддержку и погружение в проект. Это неизбежно. Есть определенные сложности администрирования. Начнем с терминов. Есть термин Data Definition Language, он же DDL, я думаю, вам знаком, там в том же Шторме есть эти штучки. Это семейство компьютерных языков, используемых в компьютерных программах для описания структуры баз данных. Структуры, запомнили, да? DDL это структура базы данных, грубо говоря, описывает структуру. Data Manipulation Language, он же DML. Это язык управления, манипулирования данными. Это семейство компьютерных языков, используемых в компьютерных программах или пользователями баз данных для получения вставки, удаления или изменения данных в базах данных. Масло масляное, но не страшно. Суть этом заключается, что это конкретно работа с данными. Это структура, это данные. Запомнили, да? DML, DDL. Ну, думаю, вы, собственно, это и знаете. Пойдем дальше. Репликация. Я думаю, что многим знаком этот термин из генетики. Собственно, из генетики он и прошел в IT. С биологической точки зрения это обозначает процесс удвоения ДНК, необходимый момент при делении клетки. Тем не менее, репликация ДНК имеет лишь отдаленное сходство с репликацией БД, хоть оно и есть, да? Репликация баз данных – это механизм синхронизации нескольких баз данных. Более подробно, это одна из техник масштабирования баз данных. Состоит эта техника в том, что данные с одного сервера базы данных постоянно копируются, либо реплицируются, более точно сказать, на один или несколько других, называемыми, собственно, реплики. Для приложения появляется возможность использовать не один сервер для обработки всех запросов, а несколько. Таким образом, появляется возможность распределить нагрузку с одного сервера на несколько. На самом деле, не только распределение нагрузки, репликация интересна нам со стороны распределения нагрузки, но также и в других, так сказать, случаях. Репликация – это синхронное или асинхронное копирование данных, иногда еще полуасинхронное, включают сюда там потоковое и так далее, но мы остановимся на этом. Между несколькими серверами. Ведущие сервера называют мастер, а ведомые сервера slave. Мастер используется для изменения данных, а slave для считывания. Ну, не всегда, но в большей степени. В классической схеме репликации обычно один мастер и несколько slave, так как в большей части веб-проектов операций чтения на несколько порядков больше, чем операций записи. Однако в более сложной схеме репликации может быть и несколько мастер. Собственно, вы поняли, что отсюда то, что мастер, как правило, в него данные пишут, а из slave, одна из подходов, одна из топологий, из слейвов ее читают. Собственно, простая схема возможной какой-либо репликации. Мы имеем две базы данных, и мастер, собственно, и slave в одну базу данных backend, собственно, записывает информацию, он отправляет, соответственно, данные, получает там какой-то обратный ответ о том, что они записаны, да, там сколько измененных строк, вот эти вот всякие штуки. А из другой он, собственно, читает, и эти базы данных каким-либо образом между собой синхронизируются. Вот, в данном случае, если бы мы при начальной разработке использовали, например, паттерн CQRS, то проблем с переходом на данную концепцию у нас
не возникнет. Необходимости менять код приложения практически не будет. Что такое CQRS? Это когда мы делим, соответственно, слой приложения отделяем то, что работает на изменение, и то, что, грубо говоря, на чтение. То есть один поток у нас читает, одно пишет. То есть такое разделение бывает. Вот как раз в этом случае у нас, если у нас две базы данных как раз в данной топологии, что в одну мы пишем, а из других читаем, собственно, можно подружить с CQRS, с подходом. Создание нескольких дополнительных слейв-серверов позволяет снять с основного сервера нагрузку и повысить общую производительность системы. Также можно организовать слейв под конкретные ресурсоемкие задачи. Таким образом, например, упростить составление серьезных аналитических отчетов. Используем для этих целей слейв, который может быть нагружен на 100%, но на работу других пользователей приложения это не повлияет. Я думаю, в ваших приложениях были такие ситуации, что вам нужно что-то перегенерировать, что-то посчитать, какие-то запросы с подзапросами, с кучей джойнов и так далее, и может быть даже этот отчет выполняется там несколько минут, да, в этот момент, например, на вашем сервере нагрузка может возрасти, а естественно нужно также этой базе данных обслуживать основных пользователей, ее клиентов, там, кабинетов и так далее. То есть даже в этом случае, например, вы можете создать определенную репликацию базы данных для того, чтобы проводить какие-то аналитические отчеты, какие-то подсчеты, какую-то статистику и так далее и тому подобное. То есть, ну, это не единственное решение, что может делать, но тем не менее один из подходов. Проблемы репликации. Естественно, что любой механизм, как дает нам всегда и плюсы, и минусы, здесь без этого также не обойтись. Следует, собственно, отметить, что репликация сама по себе не очень удобный механизм масштабирования. Причиной тому, одной из важных причин, да, это рассинхронизация данных и задержки в копировании с мастера на слейв. Зато это, собственно, отличное средства для обеспечения отказовой устойчивости. Например, вы всегда можете переключиться на слейв, если у вас сломался там мастер, ну, либо наоборот. То есть у вас всегда есть практически идентичное зеркало, ну, условно идентичное, но оно должно быть идентичное. Вот. И просто перейти, пока, например, какую-то аварию вы там чините на один, грубо говоря, на одну версию базы данных. Часто репликация используется совместно с шардингом из соображений надежности. Вот. Топологии репликации, ну, собственно, мастер-слейв репликация. В этом подходе выделяется, ну, собственно, мы уже об этом сказали, но тем не менее, один основной сервер базы данных, который называется мастер. На нем происходят все изменения в данных, любые запросы. Все, что мы сегодня будем говорить, в большинстве случаев относится к MySQL. Ну, там к Postgres тоже оно применимо, да, но мы именно в качестве примеров будем использовать MySQL. То есть это запросы insert, update, delete, все, что изменяет. Slave сервер постоянно копирует все изменения с мастер, как мы увидели на схеме, которую я показывал. Приложение на Slave сервер отправляются запросы чтения данных. То есть со Slave мы только читаем данные, это выполняем select и там и так далее и тому подобное. Таким образом, мастер сервер отвечает за изменение данных, а Slave за чтение. Пишем в одно место, читаем, собственно, из другого. Вот, существует также репликация мастер-мастер. В ней любой из серверов может использоваться как для чтения, так и для записи. Но вероятные поломки делают мастер-мастер репликацию непривлекательной. Собственно, выход из строя одного из серверов практически всегда приводит к потере каких-то данных. Последующее восстановление также сильно затрудняется необходимостью ручного анализа данных, которые успели либо не успели скопироваться. То есть, если здесь опять же у нас есть определенный лаг по настройке, то что один синхронизируется с другим, один умер, в нем уже были какие-то изменения, и они в этот момент, например, не успели перейти на другой мастер, и получается, что какие-то строки либо изменения мы можем потерять. Вот, собственно, проблемы, которые решает репликация. Репликация решает, собственно, распространение данных, балансировку нагрузки, резервное копирование, ну и высокая доступность и аварийное переключение на резервный сервер, так называемый failover. Вот, так, я не пропустил. Собственно, синхронное. Как я говорил, то, что можно на самом деле выделить больше, но тем не менее поговорим об этом. Это процесс копирования информации между репликами. Он может быть синхронным и асинхронным. При синхронном обновлении гарантированно происходит на всех удаленных нодах. При асинхронных обновление одной реплики распространяется на другие спустя некоторое время. Пускай даже это некоторое время совсем маленькое, но тем не менее эта операция асинхронная.
Таким образом, при асинхронной репликации вводится задержка или время ожидания, в течение которого отдельные реплики могут быть фактически не идентичными. При синхронном, естественно, происходит такой момент, что мы как будто сразу в два канала шлем, и два канала у нас обновляются. Вот. Как, собственно, работает репликация и какие есть подходы, какие есть реализации. Собственно, главный сервер записывает изменения данных в двоичный журнал. И вы помните, мы говорили с вами про бинарный лог, про бинлоги. В прошлой теме тоже немножечко касались этого. Эти записи можно называть событиями двоичного журнала. Далее информация двоичного журнала доставляется на второстепенные сервера. Это не единственный способ, да, того, как это можно реализовать, потому что не только можно реализовать с помощью двоичного журнала, двоичный журнал, насколько вы знаете, там дальше чуть поподробнее будет про двоичный журнал, и конкретные реализации, которых мы сегодня поговорим. Это операторная, она же командная, перенос журнала упреждающей записи, вал, это физическая репликация, логическая, построчная, она же журнальная репликация, и триггерная репликация. Небольшая, собственно, у нас справка о том, какие лог-файлы нам могут быть полезны для реализации репликаций. Собственно, первый это двоединичный журнал, он же, например, binlog, и write-ahead logging или redo-log. Redo-log, по-моему, это в Oracle называется и в Postgres, а в MySQL он называется val, сокращенное write-ahead logging. Вот, собственно, о двоичном журналом, он же бинарный лог, это небольшая справка, он полезен с точки зрения репликации. Можно его бэкапить, можно использовать для восстановления данных на более точное время при использовании бэкапов. Лог содержит все команды изменений базы данных. Использование бинарного лога снижает производительность базы данных. Ну, это, естественно, понятно, когда мы пишем не только в базу, а еще в какой-то файл. Да, однако польза его настолько велика, что отключать его крайне не рекомендуется. Ну и плюсом рекомендуется защищать бинарный лог паролем. Есть определенные настройки, которые позволяют это сделать. Их можно подкрутить, подшаманить под свои задачи. При достижении максимального разрешенного размера 1 гигабайт по умолчанию установлен, создается следующий файл. Каждый новый файл имеет порядковый номер после имени. Собственно, продолжаем. Содержание бинарного лога можно посмотреть с помощью утилиты MySQL binlog. Утилита обрабатывает файл журнала, помните, что он бинарный, и выводит пригодный к использованию SQL прямо в консоль. Такая вот утилита. Основные настройки в myconf, собственно, местоположение лога в log.bin пишется, максимальный размер, минимум, максимум, и сколько дней, собственно, они должны храниться. Все эти опции есть, все эти опции нам доступны. Второй, скажем так, тип лога, который нам может быть полезен для репликации, это write-ahead logging, ну, либо, как мы уже сказали, redo-log. Сервер пишет все изменения сначала в write-ahead log и только затем применяет изменения в реальное пространство базы данных. Это позволяет гарантировать целостность данных и отсутствие конфликтов изменений в табличном пространстве. В случае, если сервер по какой-то причине перезагрузился, он сначала проверяет текущий номер транзакции, примененный к табличному пространству, то есть успешно завершенная запись, да? Затем сервер проверяет val и дописывает разницу из val в tablespace. Это нам помогает реализовать и соответствовать принципу ACID durability. Или durability, как правильно, надежно. Вот, когда все транзакции из файла val считаются успешно примененными на сервер, val помечается как готовый и удаляется. Чтобы было проще, можем назвать этот файл как транзакционный лог, чтобы было понятнее. То есть, как нам обеспечить транзакции. У нас идет транзакция, мы открыли, собственно, и что-то там делаем. У нас вроде как изменения есть, но они в пространстве, в табличном, в tablespace еще можно его назвать, их нету. Он, соответственно, часть, он не только в val, да, пишет, там еще есть, по-моему, буфер. Он пишет сначала в буфер, потом пишет в val. Ну, это уже более подробно, там, кому надо, сам почитать. То есть, вот этот подход, он позволяет нам, так сказать, вот эту версионность держать. То есть, когда нужно откатить, когда нужно применить, пора ли откатить, пора ли применить. Вот, что из себя представляет val на примере? Ну, тут на примере Postgres, потому что, собственно, конкретно в MySQL так получилось, что
именно с ним я не сталкивался, исходя из своего опыта. Журнал val хранятся в виде набора файлов сегментов в каталоге pgval, находящемся в каталоге данных. Эти файлы обычно имеют размер 16 мегабайт каждый. Каждый файл сегмент разделяется на страницы, обычно по 8 килобайт. Заголовки записи журнала описываются в access xlog record h. Содержимое самой записи зависит от типа событий, которые сохраняются в журнале. Файлы сегментов имеют имена, номера, которые начинаются с тын-тын-тын-тын-тын и последовательно увеличиваются. Зацикливание этих номеров не предусмотрено, но для использования всех доступных номеров, посмотрите, какой он длинный, потребуется очень-очень-очень-очень много времени. Поэтому здесь это не страшно. Далее подробно о каждом типе, либо, может быть, правильнее это называть топологией, наверное. Вот. Операторная, она же командная. В простейшем случае ведущий узел записывает в журнал каждый выполняемый запрос на запись и отправляет данный журнал выполнения операторов ведомым узлам. То есть мастер отправляет это все на слейв. Ну, может не сам отправлять, может быть там они у него забирают и так далее, но это не так важно. В случае реляционной базы данных это значит, что каждый оператор insert, update или delete пересылается ведомым узлам, и каждый ведомый узел производит синтаксический разбор и выполнение этого оператора SQL так, если бы он был получен от клиента. Собственно, какие в этом есть проблемы? Так как у нас все данные, которые, запрос, который послали мы на мастер, он такой же идет и на слейв, мы получаем ряд определенных проблем. Все операторы, вызывающие недетерминированные функции, например, функцию now, которая отдает текущую, собственно, дату, для получения текущего времени, или rand для случайного числа, либо еще что-то подобное, будут генерировать разные значения для каждой реплики. Представьте, например, вы в текущий момент отправляете на главный сервер, на ведущий, какой-то SQL запрос, в котором фигурирует функция now. И он нам говорит, что, например, 5 часов, 1 минута. И сколько-то секунд. Когда это доходит до слейва, в определенном случае, в определенных топологиях, это может быть уже 2 минуты. Образно. 2 минуты либо минута и чуть больше секунд. В этом случае получится, что у нас данные разные. То есть он на самом деле пришел на основной сервер с вот такими вот количеством секунд, в таймстампе, например, можно посчитать, что подобное было. А с этим больше. То есть они у нас получаются не зеркальные. Если операторы используют столбец с автоматическим увеличением значения или зависят от существующих данных из базы, например, апдейт в какое-то условие, то они должны выполняться на всех репликах в строго одинаковом порядке, иначе их результаты будут различными. Это может быть неудобно в случае множества параллельно выполняемых транзакций. То есть, если у нас есть какая-то параллельность, еще какие-то моменты, у нас может получиться, что в одной базе данных у нас айдишник уже такой для этой записи, а в другой будет другой. Соответственно, что мы получаем? Опять мы не получаем зеркального, именно четкого представления этих данных. Операторы с побочными действиями, например, триггеры, хранимые процедуры, пользовательские функции могут приводить к различным побочным действиям на разных репликах. За исключением случаев, когда все побочные действия полностью детерминированы. Детерминированы, для тех, кто не знает, что это такое, можно назвать это как определены. Пойдем дальше. Собственно, эти проблемы, естественно, решаемыми. Например, ведущий узел может заменять все вызовы недетерминированных функций фиксированными возвращаемыми значениями при записи оператора в журнал, чтобы все ведомые узлы получали одно значение. Также, например, с той же функцией now мы можем отказаться от использования в наших SQL запросов конкретно now и отправлять ему, передавать, например, с того же PHP, уже PHP подготовленный таймстамп и его туда прокидывать. В этом случае все будет хорошо. То есть с этим можно еще как-то бороться. Однако в связи с большим количеством граничных случаев обычно предпочитают другие методы репликации. Операторная репликация используется в MySQL вплоть до версии 5.1. Она иногда применяется сейчас в силу своей компактности, но реже. По крайней мере, так говорят. Я, честно говоря, не знаю. Перенос журнала упреждающей записи в write ahead login. Вы помните, оно также называется физическая репликация. В случае репликации slave получает копию val файла с мастера и применяет ее у себя. На самом деле мы можем настраивать, что писать в файл вала.
то есть там есть определенные опции, и в определенных случаях репликации мы должны его протюнить и донастроить под то, что туда попадало больше каких-то записей, больше, ну там есть настройки, чтобы решать определенные проблемы. Мастер пишет данные постоянно, а слейв вытаскивает изменения. Грубо говоря, мы можем архивировать лог файлы и доставлять их каким-то образом на слейв сервера. В данном случае можно поступать разным способом, разные подходы могут быть. Может быть, сами слейв подключаются, как-то вытягивают, может быть, он передает, может еще. То есть она физическая, физически взяли, физически доставили. Настроить подобное можно вообще на самом деле любым способом. Мы не углубляемся, идем поверхностно о том, что такой момент у нас присутствует. Собственно, особенности переноса журнала упреждающей записи в write-ahead логинга, оно же физической репликации, реплицируется весь кластер, нет возможности какие-то отдельные части таблицы. То есть в определенных подходах репликации мы можем настроить подписки на обновление определенных данных, на обновление их в слейве там, и так далее и тому подобное. Так как здесь вал у нас пишется, скажем так, за всю базу данных, то туда попадает, собственно, все, поэтому у нас нет возможности какие-то отдельные части таблицы реплицировать, а какие-то не реплицировать. Применение изменений, собственно, всегда в один поток происходит, что тоже не очень, скажем так, может быть быстро, да? Работает только в рамках одной мажорной версии, одинаковой версии BD. То есть, если у нас, например, мы используем данный подход, и у нас на одном сервере MySQL, там, не знаю, 8.0, там, сколько-то, там, а на другой, там, 8.5, может быть, да, собственно, есть большая вероятность, то, что работать это все не будет вместе, то есть это будет несовместимо. Ну и реплицируются и физические ошибки. То есть если это крайне редко бывает, я даже, честно говоря, не знаю в каких случаях, то есть если закралась какая-то ситуация, может быть, я даже не знаю именно какого конкретно плана ошибки плана повреждения, может быть, таблицы, не знаю, не буду врать, да, но тем не менее эта ошибка реплицируется и на физические, и на другие, собственно, сервера. Есть такой замечательный случай, когда у одного из клиента основная база данных легла. Беда какая-то с ней случилась. Они подумали, ничего страшного, у нас есть слейв. Но оказалось, что у них как раз вот физическая какая-то ошибка, и она уже успела перенестись на слейв. Очень печально. Собственно, что можно из этого сказать и сделать? Репликация ни в коем случае не отменяет бэкапирование. Никогда и ни в коем случае. Всегда нужно делать бэкапирование. Всегда нужно. Ну, естественно, бэкапирование на какие-то другие сервера и прочее. Потому что помните истории, когда спрашивают у человека, вы бэкап это делали, когда сервер сгорел? Они говорят, делали. Он спрашивает, хорошо, а в чем, говорит, проблема? Он говорит, проблема в том, что бэкапы на том сервере. А говорит, что у нас с тем сервером? Напомните, пожалуйста, он сгорел. Вот, поэтому бэкапы, ничто не отменяет бэкапы и ничто не отменяет хранение их в других, на других, скажем так, машинах. Пойдем дальше. Логическая, построчная еще называется, журнальная репликация. Вот. Собственно, есть определенная альтернатива. Использовать разные форматы журнала для репликаций и подсистемы хранения. Это даст возможность расцепить журнал репликаций с внутренним устройством подсистемы хранения. Такой вид журнала называется логическим журналом, logical log, чтобы различать его с физическим представлением данных подсистемы хранения. Грубо говоря, логический журнал для реляционных баз данных обычно представляет собой последовательность строк, описывающих операции записи в таблице баз данных на уровне строк. То есть, грубо говоря, запросом мы обновили строки по условию. Под это условие у нас попало, например, 10 строк, да, и у нас в случае такого подхода, если правильно там его настроить, для каждой обновленной строки мы получаем отдельную запись на обновление. Собственно, почему, опять же, это может быть полезно, может быть хорошо. У нас на подчиненном сервере, не дай бог, конечно, такое случится, вряд ли такое случится, есть, ну, на мастере, это, конечно, беда, такого не должно быть. У нас попало под обновление 10 строк, а почему-то на то, что не дошли какие-то еще изменения, хотя как они могут не дойти, но тем не менее, всякие ситуации бывают, попало 11. Это беда. Поэтому он, собственно, конкретно те записи с primary key, которым были обновлены, он, собственно, на slave и шлет. Собственно, при вставке строки журнал включает новые значения для всех столбцов. Это то, что я сейчас только что и сказал. При удалении строки журнал содержит информацию, достаточную для
однозначной идентификации удаляемой строки. То есть важный момент, то, что здесь всегда должен быть обязательно первичный ключ. При обновлении строки журнал содержит информацию, достаточную для однозначной идентификации обновляемой строки и новые значения всех столбцов, или, по крайней мере, новые значения для всех изменившихся столбцов. Вот. Собственно, вообще логическая репликация не заработает в случае, если у вас нет никаких нормальных первичных ключей. Мы получим проблему. Ну и опять же, в данном случае мы получаем, что только DML. Что такое DML? Это когда мы можем только изменять данные, но не менять структуру. Например, если у нас изменилась структура на мастере, мы должны каким-то образом доставить эти структурные изменения на slave. То есть, это к чему может, собственно, приводить? К тому, что мы должны, грубо говоря, может быть, применив на один сервер, остановить другой там, и так далее. То есть, это дает нам определенные, опять же, моменты, которые я говорил в начале. Это дополнительная административная нагрузка. То есть, этот метод ее за собой несет. Вот, триггерная репликация. Тут особо говорить-то и нечего, она говорит сама за себя. Собственно, прошлые наши примеры работали без участия кода приложения. Во многих случаях именно это и нужно. Но встречаются обстоятельства, когда требуется большая гибкость. Например, если необходимо реплицировать только под множество данных, определенные таблицы, определенные, не знаю, данные только подходящие под какие-то условия. Тоже возможно такое. Вот. Или выполнить репликацию из BD одного типа в BD другого. Или задействовать логику разрешения конфликтов. То может понадобиться перенести репликацию на уровень приложения. Основой для триггерной репликации служат триггеры в базах данных и хранимые процедуры, о которых у нас тема уже была. Вы знаете, что это, поэтому мы в это погружаться не будем. Ну и опять же особенности и проблемы данной репликации это только DML операции. То есть не DDL структурные, а DML. То есть когда мы внесли изменения в структуру какой-то таблицы, соответственно мы ее должны внести и на реплицируемую копию, называемую slave. Дальше в принципе все. Там есть список литературы, потом если кому-то надо, может посмотреть. Ваши вопросы? Можно еще раз слайд с триггером? Давай. Ну и можно еще слайд с определением val найти. Конкретно из топологии или конкретно из термина? Термин сам. Давай. Так, если я не успею вовремя остановиться, пожалуйста. По-моему, его даже не было. Он, по-моему, в конце. Да, сейчас. Только в топологии. Не. Он здесь. Вот бинарный лог, два этих, и про write ahead. Ну, то есть у нас есть два лога. Это binlog, бинарный лог, который все пишется, и вот этот write ahead. Write ahead можно, грубо говоря, условно его назвать как транзакционный лог. Ой, пардон. Вопрос в чем? Ты говорил, что использование бинарного лога для реплицирования имеет проблемы, связанные с этими айдишниками автоинкрементными, now, run, не бинарного. Бинарный нет. Бинарный мы конкретно, получается, раз он бинарный лог, мы получаем точную копию. В бинарном представлении. Это я не говорю. Или... Ну, это имею в виду, точнее, в операторном способе реплицирования. Может, он на основе бинлога работает или нет? Нет. У нас на основе него... ну, подожди. Направлять журнал в выполнение, что за журнал? Это же бинлог. Ну да, скорее всего. Ну, то есть вот тут имеются проблемы с айдишниками, а способ реплицирования на вале, он имеет те же самые проблемы или нет? Или нет? На вале мы же конкретно тут момент как это? Ну, при вале мы, получается, как он? Нет, при вале мы не должны иметь. Хотя, что-то, мы вообще не должны иметь. Ну, просто по логике
все-таки, исходя из определения, по сути, вал это тоже бинлог, только временный, который потом удаляется и... Ну, в бинлог нет, засовывается. это именно транзакционный лог, а тот бинарный лог. То есть бинарный лог, он несколько другой. То есть есть на основе бинлога это все записи, все эти у нас идут. Ну, они, конечно, похожи, но у него немножко суть другая. Он же redo-лог. Ну, я тебе на многие вопросы не отвечу. Ну и у меня еще был тупой вопрос по типу, что будет там, забыл уже вообще где это было, там какое-то число, если закончится в постгрейсе. Ну, это, да. Что будет, если оно закончится? Да не закончится оно. Ну, что будет? Я не знаю, что будет, но, наверное, ошибся. Я ж не админ, может, да, мультик покажет. Может, да. Короче, где-то тут было. Биткоин заманится. Ну, там, короче, Там где-то. вначале было где-то. Один или... Да мы помним, можно уже. Да, вот. Здесь оно. При использовании логов вот этих вот двух способов мы сами настраиваем, как часто они будут синхронизироваться или как-то там оно вот это? В разных базах есть разные настройки. Есть, что в Postgres очень много моментов из коробки. Ты просто делаешь то, что тебе написано, и оно просто работает замечательно и бесперебойно. Как часто? Как часто, я не скажу, не знаю, не То есть выполнял. Он прям полностью будет накатываться каждый раз или он как-то сам отслеживает? Ну, различия? при разном подходе, соответственно, по-разному. То есть, если мы говорим о физической, то это то, как ты настроишь. Физическое говорит о том, что ты сам настраиваешь, когда ему забирать, когда ему обновлять. Если при других, там есть момент того, что здесь этого, конечно, нет, что ты в одной из репликаций указываешь данные для подключения на другой сервер. То есть, по сути, они плюс-минус происходят в тот же момент. Ну, плюс-минус, да? Триггерная уже получается. Ну нет, триггерная, это она вообще может срабатывать по-разному. То есть триггерная вообще, ну там очень много можно настроить. А здесь именно суть заключается в том, что отправил сюда, но это уже решение Postgres, это решение MySQL, и он конкретно мы указываем ему то, что вот слейв находится, либо мастер находится с такими-то данными подключения, он к ней подключается, и дальше уже внутренней реализацией того же там драйвера, MySQL, там Postgres и прочее, он уже, исходя из этих моментов, это все производит. Я не знаю на самом деле. Там может быть практически и не быть задержки, но ты тоже должен понимать то, что так как в определенных случаях он это все берет после того, как это записалось в бинлог, разница секунды, микросекунды плюс соединение к стороннему серверу, оно все равно есть. Может быть. Как сказать-то? Вот, короче, синхронизировать базу данных через вот эти файлы логов, это будет быстрее, чем дамп накатить? Да. А почему тогда мы не используем их вместо дампов? Потому что мы как-то не пробовали это и не делаем, но я знаю подход. Я не нас имею в виду, а вообще в целом. Типа, Используют. Я знаю, у меня товарищ использует, у них несколько гигабайт базы данных, они ее как-то поднимают именно бинлогами. И быстрее получается. Да, Наверное, да. проблема может быть в том, что там вот эта проблема с айдишниками. Да нет, проблемы с айдишниками не будет. Потом, опять же, в этом случае проблемы с айдишниками не будет. Будет проблема с айдишниками в том случае, когда ты посылаешь именно в базу данных, то есть есть же момент, когда ты посылаешь конкретно тот же самый запрос, а есть момент, когда ты этот запрос уже с нужным айдишником, то есть по сути в бинарной логе они идентичны будут. А в случаях, если ты посылаешь ту же самую команду, то получается, вот в этом случае с айдишниками могут быть проблемы. То есть там уже что-то обновилось, не дай бог, конечно. Вот. Еще заключительный, наверное, вопрос от меня. Существовала у нас версия, когда мастер-слейв. Мастер сломался. Мы можем как-то быстро слейв сделать мастером? Или там будут... Можем, а почему нет? По сути, а что нет-то? А как? Ну, типа, просто что-то переключаешь и все. Если даже у нас есть два, конечно, не очень хорошо, у нас же всегда есть коннект, настройка к этому и к этому. Писали мы в одну, а читали мы из другой. Да включи просто для чтения ту же самую. Не ограничиваем слейв на, типа, только на чтение провайдера? Ну нет, Не принято тогда? как это? Упороться можно, но я думаю, что нет. Но ничего тебе не мешает, пока что у тебя мастер лежит, включить обе базы одну и ту же. Понял. Там на самом деле моментов ё-моё. Там, когда я начал ковыряться в этом всем, у Postgres очень много моментов работает из коробки.
Плюс у Postgres есть такие замечательные расширения, которые ставятся, я уже не помню, как называется. Один называется Slonny, он решает определенные проблемы, как раз, которые возникают. Другой что-то там еще как называется и так далее. То есть есть еще дополнительные решения для решения данных проблем. В MySQL чуть-чуть мне показалось, что как-то все похуже. Но это субъективно. Вот. Но тем не менее, сейчас вы понимаете, что есть триггерная, есть оператор, что работают они на базе, ну, определенные, да, не триггерные, не операторные. А операторная, она, по сути, binlog превращает в команду SQL, их посылает. А плюс есть, получается, у нас по binlog это все работает. Как вы можете понять, то есть binlog можно преобразовать в SQL с помощью утилиты, которую я написал. И также синхронизация по write-ahead логу вот этому, который также называется в Oracle или в MySQL read-log. Все. Вопрос? Не факт, что я отвечу, но порассуждать мы в принципе можем. Все. На сегодня это все. Следующая тема будет не менее мутной и туманной. Это шардинг. Шардирование. Все, всем спасибо, всем пока. Там ставьте лайки, дизлайки.